Что общего между советским скафандром, латинской философией и гонконгским художником? Сегодня расскажу и покажу новых космических персонажей из моей коллекции и объясню, в чем их привлекательность. Космические персонажи — это отдельная, приятная и довольно редкая тема моей коллекции. Фигурки в духе того, что я бы называл жизнеутверждающим минимализмом, попадаются нечасто, и сегодняшний выпуск мне особенно приятен. Он о серии персонажей гонконгского художника Джеки Лэма. Сегодня нас ждут две части. Сначала посмотрим на фигурку Унио, вот он, который уже мелькал в выпуске про Лабубу, а потом проведем распаковку мини-серии Space Walker. Итак, Унио. Центральный, или, как еще говорят, сигнатурный персонаж Джеки Лэма. Художник работает с ним с конца 10-х годов, и за это время Унио стал постоянным участником его живописных работ. Фигурки персонажа и его друзей выпускали гонконгский независимый продюсер How to Work и гигант рынка дизайнерских игрушек Pop Mart. Унио вот уже почти 10 лет, и за это время на него наслоилось довольно много смыслов и ролей. Давайте попробуем разобраться вместе. Вначале это был просто странник, заплутавший в холодных космических глубинах. Одинокая фигура в абстрактных ландшафтах, лишь изредка встречающая инопланетных существ, о которых мы поговорим и посмотрим на которых чуть позже. Галактика, по мнению автора, это метафора жизни. Ты прокладываешь собственный путь, но лежит он в полной неизвестности и необъяснимости. И со временем Унио стал чем-то большим, мостиком между реальностью и фантазией. Тональность работ потеплела, смягчилась, и такое ощущение, что персонаж переместился из космических глубин в пространство мечт и сновидений. А в последних работах роль космонавта усложнилась еще сильнее. Он вошел в картины, отражающие сознание самого автора, став его альтер-эго, его бодрствующим, осознающим себя «я». В переводе с латыни «унио» означает «единство» и «цельность». Это понятие тесно связано с процессом индивидуации, становлением человека как единого, неделимого и цельного. Финальной точкой на пути гармонии, балансу и устойчивости, отсутствием конфликта с самим собой. И сам художник об этом говорит таким вот образом. Работа над этими картинами заставила меня задуматься о жизни, о том, чему я на самом деле стремлюсь, о том, что для меня по-настоящему важно. Эти размышления раскрылись во множестве внутренних состояний, в моем взгляде на мир, в чувствах, которые я обычно не замечаю в повседневной суете. Закрытое шлемом лицо и скафандр без таких вот индивидуальных черт — все это намеренно анонимизирует персонажа. Именно поэтому любой зритель может вписать себя в этот защищенный контур, универсальной и безликой, в хорошем смысле, фигуры. Теперь, когда мы немножечко разобрались с самим персонажем и с его значением, пару слов об авторе. Джеки Лэм, 1979 года рождения, гонконгский художник и иллюстратор. Работает под псевдонимом 009. 009 — это отсылка к манге Cyborg 009, легендарного мангаки Шитаро Ишиномори, автора таких хитов, как Kamen Rider и Super Sentai. Сюжет Cyborg 009 манги, а впоследствии аниме, строится вокруг людей, похищенных подпольной организацией «Черный призрак» и превращенных в киборгов со сверхспособностями. Первый выпуск вышел в июле 1964 года, и эта манга стала одной из первых попыток творческого осмысления трансгуманизма, вопроса о наличии и роли души в механическом теле. Это такая тяжелая история про людей, которых превратили в оружие против их воли, и которые ищут свою душу в механическом теле. Это же прямая метафора творческого пути автора, который через работу над своими проектами пытается распознать самого себя. Ранняя карьера Джеки прослеживается с начала десятых. Поначалу он работал в нескольких направлениях сразу, создавал таких персонажей, как Пондо, Cyber Джей, автопортретный 009 и экспериментировал с самыми разными техниками. Постепенно техники сузились до работы с акрилом, акварелью и до одного портретного персонажа. И тогда появился новый проект — иллюстрированная книга Sleepless Night с такой парой, как Торрес и Черри, а чуть позже к ним присоединился кто-то похожий на ежика по имени Муча. В этом проекте легкая акварель и такие ностальгические мотивы. Наброски, картины, потом скульптурные образы и снова по кругу. Каждый проект как следующая глава истории мира, который раз за разом раскрывается перед зрителем с новой стороны. Именно это в его творческом пути мне так импонирует. Итак, о фигурке. Впервые Унио был выпущен компанией How to Work к выставке Fly Me to the Moon в 2018 году. How to Work — это гонконгская продюсерская компания, которая становится стартовой площадкой в мир художественного винила и малотиражных арт-скульптур для многих авторов. Та первая версия по понятным причинам еще не имела вот этого визора, прозрачного окошка, но в целом персонаж вот уже почти 10 лет живет без значительных изменений. Руки у него вращаются в нескольких точках, сзади
рюкзачок в форме айпода, такая приятная ностальгическая деталь. И здорово, что шлем снимается, и из безликого абстрактного скафандра персонаж вдруг обретает характер и образ. За эти годы вышло бесчетное количество цветных вариаций, включая версии с руками-манипуляторами. Они, на мой взгляд, немного не в характере, но здесь автору, конечно же, виднее. Отдельно хочется отметить одну деталь. Скафандр Унио явно великоват. Он как будто выглядывает из него, и это очень точно передает характер персонажа. Что-то детское, уязвимое, но при этом смелое. Моя версия, вот эта вот оранжевая, была выпущена для той экспо в Таиланде в 2019 году. Оранжевый цвет сразу же напомнил мне ранние советские скафандры. Именно такого цвета костюмы были у космонавтов кораблей серии «Восток», у спасательной капсулы которых не было тормозной парашютной системы. Космонавту приходилось катапультироваться из капсулы до ее приземления и спускаться на собственном парашюте. Ну, а оранжевый цвет, конечно, специально для того, чтобы проще найти было космонавта в заснеженном русском поле. На рюкзачке айподе сзади экран с игрой Tetris, придуманный Алексеем Пажетновым. Такой привет из советского прошлого. В 2019 году How to Work заключил соглашение с PopMart о лицензировании Labubu. И это открыло дорожку, по которой авторы, работавшие с How to Work, начали сотрудничать с PopMart тоже. Так, в мае 2023 года появилась мини-серия Space Walker. И сейчас мы ее распакуем. Всего в серии 13 персонажей, в дисплей-боксе 12 коробочек. 13-й появляется реже всего. Это такая секретная капсула с инопланетянином Мини внутри. Честно скажу, она нравится мне меньше всего, так что надеюсь, в этой коробке он мне не попадется. Итак, поехали. 009, первый в серии. Один из ранних персонажей Джеки Лэма, его альтер-эго. Приятный такой мальчик с бластером из автобиографических комиксов начала десятых. Я очень рад его в этой серии встретить. Следующий Cyborg J. Тоже исторический персонаж, но немного адаптированный под стиль этой серии. Не такой характерный, как раньше, но все равно узнаваемый. Следующий Casual Wear Unio. Юнио без скафандра, на отдыхе после очередной космической миссии, расслабленный и домашний. Юнио инженер. За спиной у него гаечный ключ, а в левой руке журнал с рабочими заданиями. В остальном почти не отличается от предыдущего Юнио Casual Wear, но Flying Unio с ракетным рюкзачком. Виниловые крылья немного гнутся, а руки, кажется, зафиксированы в одной позе, и поменять их, переставить не получится. Shooting Unio с бластером и таким вот семафором на голове. Иллюминация, как мне кажется, такая иллюминация немножко не в характере персонажа, но пусть будет. Следующий — это Юнио в космическом корабле. Судя по выражению лица, он в нем застрял. Скафандр оранжевый, значит, из капсулы ему придется, как советскому космонавту, выходить самому. Надеюсь, успеет выпрыгнуть. Следующая — Юна, девочка-космонавт в классической для Юнио позе. А сзади вместо айпода тамагочи, жаль, без нарисованного питомца внутри. Унио God Saturn. Юнио с Сатурном, который здесь сам по себе такой мини-персонаж с глазками. Похоже, принес его Юни в подарок, и немножко жаль, что нет классического Унио, а рядом они бы составили с Юной такую красивую пару. Постоянно перескакиваю Юнио-Унио, не знаю, как правильно звучит, но, видимо, когда-нибудь придем к правильному названию. А теперь инопланетяне. Первый — это Мартин, очаровательно газообразное такое прозрачное существо из мягкого винила, принес вам звездочку. Следующий — Бумбу, трехглазый улыбающийся йети в угрожающей позе. Дизайн со спины, кажется, вдохновлен бабуином, такой обаятельный злодей. И последний — Капитан. Мой любимчик, инопланетян в строгом мундире Галактической Федерации, при этом какой-то зыбкий, такой энергетической природы. Очень мне нравится. Приятно, что How to Work выпускают инопланетян в виде полноразмерных фигурок в нескольких цветах с дополнительными деталями, которые лучше раскрывают персонажей. Итого 12 персонажей, приятно, что без дублей. Но вот что странно, в наборе совсем нет карточек. А ведь по канону их кладут в каждый блайндбокс совершенно любого производителя. Все эти персонажи существовали в виде картин, иллюстраций, было бы здорово получить маленькие репродукции в виде карточек. Совсем, ребят, немного сэкономили, но разочаровали, кажется, не только меня. 3 моих любимых персонажа в этой серии — это Юна, вот розовенькая, 009, персонаж с бластером, и Капитан. Все же повторюсь, жаль, что нет Юнио в классической позе, а Капитан ведь мог поженить бы их с Юной прямо на корабельном мостике инопланетного космического корабля. Персонажи Джеки Лэма выходили в еще одной коллекции PopMart Space Concert. Она была больше в духе веселых и ярких статуэток самого PopMart,
И, честно говоря, совсем не в стиле автора, как мне кажется. Это прямая параллель серии Forest Concert про персонажей из серии The Monsters. Там точно та же история, персонажи серии играют на музыкальных инструментах. И хронология такая. Сначала вышел Space Concert, затем Space Walker, вот эта серия, которую мы сегодня посмотрели, а затем у него появился в серии Bumper Cars, где все популярные персонажи Pop-Mart рассекают на машинках в духе Лунапарка. И после этого тишина. Ни новых мини-серий, ни подвесов, ни других фигурок. Такое ощущение, что персонажи не оправдали ожиданий по продажам и не попали в ядерную аудиторию Pop-Mart городских девушек в поиске. Так что же объединяет советский скафандр, латинскую мудрость и художественную карьеру? Все трое про одно. Не знаешь, куда летишь, но все равно летишь и ищешь себя по пути. Сейчас мини-серия Space Walker все еще доступна на китайских маркетплейсах, и если вам понравился персонаж, советую купить весь набор. Возможно, даже найдете с хорошей скидкой. Но прежде чем заняться своей коллекцией, в специальном плейлисте программы «Урожай» вас ждут рассказы о других авторах и их персонажах.